Всем привет! Мы находимся у инжира. Да, и неспроста мы здесь находимся. Мы впервые сталкиваемся вот с такой ситуацией. Смотрите, у нас обычно в середине июня вот эти плоды всегда поспевали. Или видно? Так вот хорошо, что было. Смотрите, сколько их много. Мы так радовались, что они вот рано зимы вышли хорошо. Но смотрите, они не поспевают, и появляются новые на новых веточках. И не только на этих. Смотрите, здесь что делается. Здесь получается 2 плода этих, и формируются новые. Естественно, нету сил, им сразу же вот эти должны поспеть, но они хотят растения и эти успеть нарастить, чтобы оставить после себя потомство. Такого задания у растений. Что же делать? Ну, буду делать ту же самую агрооперацию, которую я всегда делаю после того, когда мы вот собирали вот такие спелые плоды. Но теперь времени нет ждать, поэтому беру перчатки обязательно, потому что то, что мы будем срезать, старые ножницы. И смотрите, что мы будем делать. Чуть-чуть, Александр Федорович, вот сюда. В конце каждой веточки я делаю вот такой срез. Буквально вот листик, видите сколько? Срезаю. Вот отсюда будет течь молочко. Старайтесь, чтобы оно не попадало вам на тело. Оно очень пекучее, горячее. Получается вот здесь 2, еще там будет 3 и 2, 5 плодов предостаточно для того, чтобы успеть до сентября нарастить, вырастить вот эти плоды. И делаем это с каждой веточкой, абсолютно с каждой веточкой. Вот. Кончики только срезаем. Вот. Видите? Раз, срезали. Кончики срезали, но это не все. Здесь тоже кончики срезали. Здесь еще вот такая ситуация. Вот смотрите, если я оставлю на этом побеге вот эти маленькие веточки, то получится, что они тоже будут на себя оттягивать часть питательных веществ. Поэтому то, что у нас вот такие малыши есть, которые... Ну вот здесь тоже можно серединку убрать. Вот смотрите, он какой-то странный этот побежек. Вот мы его вот так сейчас отрежем. Оставлю вот эту веточку. Здесь даже могут быть плоды. Здесь вот 2 плода. Вот. И кончики тоже. Я срезаю сейчас кончики абсолютно на всех веточках. Все зеленые веточки сейчас у меня проходят обрезку. Как раз очень хорошее время. Близнецы. Можно резать, и убывающая луна перед новолунием. Супер время. Смотрите, то же самое. Здесь вот плодик, здесь плод. Я думаю, что вот эта веточка выкормит вот этих ребят своих маленьких, и будет урожай. И, в общем, я все дерево вот так сделаю сейчас. Но мы, и покажу вам потом, что получилось в конечном итоге. Сейчас подойдем еще к одному растению. У нас молодой саженец, тоже укрывной. Не знаем, что это за сорт. Это нам подарили. И вот ему уже вот 2 года. Смотрите, какой он красивый. Но тоже здесь есть, мы тут видели. Вот смотри, есть плоды. Есть плоды, но они не возревают. Вот серединка, смотрите, что нужно делать. Нужно воздух. Нужно, как помидорам, давать дыхание. Каждое растение должно дышать. Вот смотрите. Вот эта веточка, она ничего толку никакого нету. Вот эти все веточки мы срезаем. Вот. Эту тоже убираем. И у нас остается вот эта веточка. Здесь даже будут плодики. Так, здесь. Смотрите, это даже на 2-й год, если что, останется. Но я тоже обрезаю кончики. Иначе они не созреют к зиме. Вот эти побеги. То же самое здесь, смотрите, тут тоже в серединке нужно провести ревизию. Ну, во-первых, это можно убрать тоже. Вот здесь убираем, мне надо этот молодой побежек. Здесь убираем. Смотрите, есть плод, видите, маленькие такие. И если я оставлю, оно будет тянуться, это очень высокий инжир, мы видели у знакомых. Поэтому я, вот смотрите, против солнца видно? Вот так, срезаю. Здесь что у нас остается, а здесь у нас лишние. Вот этот побег мы тоже уберем. Он просто набирает на себя лишние питательные вещества. Посмотрите, здесь на следующий год уже будет урожай. Поэтому обрезаю. Вот сегодня 7 июля, казалось бы, еще рано.
Но очень резко может закончиться лето, и наши растения, вот такие, которым нужно пройти процесс одревеснения, не пройдут, не успеют. Поэтому вот нужно этот процесс сейчас вот уже провести до середины месяца. Но у нас до середины месяца не получится. Сейчас близнецы, еще завтра можно будет до обеда. А потом аж во льве уже на растущей луне тоже можно провести вот такую обрезку. Это тем, кто еще собирается резать или не знает, что делать. То же самое здесь. Смотрите, вот какое тут у нас большое количество разных побежков. Вот. Они так называемые, как в розах, слепые побеги. Мы их тоже убираем. Вот здесь тоже слепой побег. Вот, смотрите, да? Мы его убираем. Что у нас остается в конечном итоге? А у нас остается верхушки обрезать. Мы уже их обрезали. Отлично. Дальше. Дальше смотрите тоже. Вот веточка у нас такая, побег. Вот. А что я сделаю? Я вот серединку уберу. Видите? Вот эти средние. Вот. И это уберу. Вот. А здесь мы оставим, так и срезаем. Верхушку срезали. Все. Вообще-то потом я оставлю. Я их изначально оставляла, смотрите, сколько их у меня. Было 2. Из 2 уже много пошло. Надо будет оставлять уже, я буду смотреть дальше, какие будут такие хорошие. И можно, чтобы было легко связать и в зиму их завязать. Это очень важно, потому что зимы будут холодные. Мы каждую зиму укрываем. И вот это тоже саженец у нас укрывной. Ну вот я еще вот здесь, смотрите, много здесь веточек. Ему тоже надо, чтобы воздух подходил. Вот. Обрезаем. Можно даже серединку вот так обрезать. Ну, я сразу же и просматриваю, когда обрезаю, просматриваю на вопрос, есть ли вредители. Да, я уже вижу, что надо против вредителей. Инжирная огневка, уже появились первые признаки. Поэтому будем обрабатывать. Так, вот здесь у нас тоже, это у нас лишнее. Вот. Принцип вот такой. Верхушки я срезаю, оставляю вот эти все веточки. Серединка, видите, какая она? Воздух подходит, приходит, и здесь не собираются вредители. Вот поступает кислород или углекислый газ. Все, что нужно, поступает в растение. Оно дышит и формирует плоды. Ну вот это у нас молодое, но есть еще моложе у нас растение. Сейчас я вам покажу, что мы делаем, какое омоложение проводим. Ну, идемте к этому дереву. А это у нас старый, уже не помню сколько лет, с 13-го года, по-моему. Мы осенью срезали полностью и оставили вот весной, оставили, что будет, что будет. Конечно, много взошло. Корневая система шикарная. Что делать? А почему бы нам снова не завести из этого корня инжир? И оставляю теперь 4, вот смотрите, 1, 2, 3, 4 побега. 4 побега, они будут, все остальные убрала, они будут до зимы расти, но я их пока еще не срезаю, я их чуть-чуть позже. Здесь еще урожая не будет, здесь молодые побеги, пока вот они растут, и я думаю, что где-то середина августа, в августе, когда будет новолуние, я тоже проведу вот такой срез верхушек, для того, чтобы вот эти побеги одревеснели, и все равно мы хотя будем укрывать, все равно нужно, чтобы прошел этот процесс, древесина созрела. Это обязательно. Ну вот это еще один вариант инжира. Мы смотрели с вами 2 сорта не зимостойкие, то есть нужно укрывные инжиры. А вот это мы уже себе оставили один, с черенка развели. Черенки, ну вот один посадили для себя, то друзья у меня забрали. И это морозостойкий. У него чуть-чуть другая форма. Вы смотрите, здесь уже тоже есть. Ему тоже у нас 2 года, да, 2 года. Вот. Где-то есть тут даже плод. Вот он. Маленький такой, деформированный. Но, видите, очень сложная была весна, холодно, а это теплолюбивые растения. А раз они теплолюбивые, им надо тепло. Очень долго они на месте стоят. И я думаю, что и вот поэтому не росли плоды, потому что холодная почва была. А сейчас уже вот устанавливается, циклон пройдет, но он теплый.
и будет хорошая погода, уже тепло будет. Естественно, вот они теперь будут даже два, смотрите, даже два плода. Насколько вот здесь тоже два. Вот. Они уже устали от того, что они находятся в таком состоянии спячки, они хотят уже выращивать плоды, хотят. Вот, ну, надо, смотрю, да, холод подействовал здорово. Вот, и смотрю, что нужно будет обрабатывать Скарада М. Попробуем чесноком часть веточек, как это будет сегодня, если поможет. Но у нас есть уже опыт, мы обрабатываем всегда Скарада М. Ну вот здесь, что мы делаем здесь, чтобы созрели? Нижние я оставлю, вот ветки, не буду ничего им делать. А вот эти, просто верхушечки тоже, маленькие кусочки срежу для того, чтобы успели созреть вот эти плоды. Здесь тоже, смотрите, тоже верхушечку срезаю. Вот так вот. Срезала. И тоже здесь верхушечку срезаю. Вот это беленькое, очень опасное, предупреждаю еще раз. В перчатках работаете. И чтобы на тело не попадало, одевайте старую какую-то одежду. Потому что не отстирывается. И смотрите, как эта капелька, да? Вот, капнула. Потом не отстирывается. Эта одежда уже такая чисто рабочая у нас будет. Так, и вот все побеги, вот, которые у нас тянутся вверх, я срежу. Мне надо, чтобы все-таки, да и боковые тоже. Вот. Потому что смотрю, на каждом есть здесь, на каждом есть плоды, да. Кругом плоды этот мы уже срезали. Давай посмотрим, что там внизу. Сколько их штук. Не, вот это еще срезать, да. Что у нас внизу? Так, сейчас вот это уберу эти листья. Вот смотрите, прямо снизу идут плоды. Посмотрите, какая красота. Вот. Везде и всюду. Растение устало уже сидеть без дела. И вот таким образом, смотрите, прямо снизу идет полностью формировка плодов. Но я думаю, что вот это как слепой побег, я его срежу. А больше здесь ничего резать не буду. Некоторые веточки пусть еще будут. Что-то отрежу. Все-таки надо будет менять. Если мне очень понравятся эти ягоды, то будем эти ягоды... Так, давайте это срежу сразу же. Вот так вот. Это надо срезать. Так, и этот. Ну и этот тоже вот остался один. А еще не один, еще два. Смотрите. Еще и эти срезаем. Вот, ну практически мы все обрезали. Ранки засохнут, плоды у нас созревают. Вот, видите, хотела обрезать вот этот, но не надо, потому что здесь плодик. В общем, каждый раз это индивидуальный подход должен быть каждой веточке, каждому растению, потому что все здесь, каждый по-своему выражает себя, каждый по-своему формирует ягодки эти очень вкусные, ценные витамины. Ну вот, это растение мы тоже с ним поработали. Ну что ж, мы продолжаем стричь наши инжиры. Раиса Горяченко, Александр Волик прощаются с вами. Всего самого доброго. До новых встреч, новых видео. Надеюсь, уже следующее видео у инжира покажем, когда они поспеют. Ждем, не дождемся. Пока-пока. Удачи вам.